Друзья, привет! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Осень, время уютной, домашней, вкусной выпечки. И сегодня у нас великолепные тыквенные булочки, ну или тыквенный хлеб, который даже через двое-трое суток остается вот таким же мягким, пышным и очень-очень вкусным. Хотя уверяю вас, что на такое длительное время он вряд ли задержится. Выпекается несложно, со мной точно все у вас получится. В описании под видео указано количество ингредиентов. Итак, приступаем. Нам понадобится тыквенное пюре. Тыкву я очистила, помыла, порезала на кусочки, заливаю водой и варю до готовности. Можно сделать это в микроволновке, если она у вас есть. Сливаю воду и делаю из тыквы пюре. Перекладываю в другую миску, чтобы это пюре полностью остыло. И далее замешиваю тесто. У меня сухие дрожжи, можно брать и свежие. Туда остывшее тыквенное пюре, вода, молоко, сахар. Я буду делать сладковатый хлеб. Если вы не хотите, добавьте меньше сахара. Соль, ванильный сахар. Все это перемешиваем. Все продукты у меня комнатной температуры. И далее я буду вводить сюда постепенно муку. Лишний раз напоминаю, что сразу всю не кладем, не бухаем целиком, потому что каждый раз уходит разное количество. Ориентируемся на консистенцию теста и на свои ощущения. Тесто ни в коем случае не должно быть забитым. Пускай оно лучше прилипает к рукам, оно должно быть таким мягким, воздушным, но ни в коем случае не забитым. Поэтому я все насыпаю, всю муку постепенно. Всыпала часть, вымесила и вот так вот постепенно-постепенно. Когда вся мука у меня уже вошла в тесто, я вижу, что уже достаточно, хотя тесто, заметьте, у меня еще до сих пор липкое. Я начинаю постепенно сюда добавлять мягкое сливочное масло и вмешивать его в тесто. Тоже за 2-3 приема это делаю. Тесто будет очень липким, вам может казаться, что вы с ним даже не справитесь, но это не так. Но если на самом деле уже уж очень тяжело вымешивать, то вот еще буквально 2-3 столовые ложки муки. И как видите, уже более так оно формируется в один комок у меня. В конце вымешивания я добавляю на руку немного растительного масла и еще где-то минутку вымешиваю с ним. Вообще на весь процесс вымешивания у меня уходит обычно 7-8 минут, не больше. Если у вас есть комбайн, конечно, делайте это в нем. Миску я смазала растительным маслом, туда тесто, сверху пищевая пленка. Растаиваться тесто должно 1 час. Ну или вот так полностью подойти. Когда уже тесто подошло, я его выкладываю на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Вот так слегка растягиваю. Как видите, оно прям такое пластичное, очень мягенькое. И буду его делить. Я поделила на одну большую часть и 3, соответственно, небольшие. У меня будет 1 большая булка и 3 маленьких, ну, которые вырастут в итоге тоже в довольно крупные булочки. Теперь я все эти части теста просто округляю. Вот так сворачиваю как бы вовнутрь. И просто округляю. На этом этапе можно муку еще использовать. А далее мы уже будем минимальное количество. Будем работать без муки. Накрываю пищевой пленкой, оставляю минут на 15 просто на рабочем столе. А далее уже буду формировать наши булочки и наш хлебушек. Вот так вот руками растягиваю тесто и потом его складываю вовнутрь. Каждый раз фиксирую и сворачиваю в трубочку. Обратите внимание, что каждый раз я тесто словно бы защипываю, фиксирую его. Это очень важно, потому что потом уже структура готовых булочек будет неимоверная именно вот из-за того, что сейчас мы делаем, какие мы проводим манипуляции. Если у меня сильно прилипает тесто к рукам, то я просто обмакиваю пальцы в муку. Уже на этом этапе муку на тесто ни в коем случае не сыпем. Выпекать эти булочки я буду в форме для кекса, высокая и небольшая, чтобы булочки росли вверх. И так все 3 формирую. Снова можно растянуть руками, а вот так можно даже слегка раскатать и вовнутрь завернула и потом заворачиваю рулетиком. И каждый раз, как только провернула, каждый раз фиксирую, защипываю. И затем вот так вот уже шов защипала и кладу все 3 булочки в эту форму для кекса.
Пока отставляю в сторону и буду формировать уже большую булку. Накрыла, кстати, пищевой пленкой, чтобы не обветривалась. Для большой булки хлеба понадобится такая мисочка. Она должна быть небольшая и высокая, чтобы булка росла вверх, чтобы тесто не растекалось по плоскости. Я ее застелила таким полотенцем вафельным, мы его называем. Присыпала мукой и туда посыпала тыквенных семечек. И большую часть теста также точно формирую, как и маленькие булочки. Распластала, завернула вовнутрь, а потом сворачиваю рулетиком. И каждый раз фиксирую. Обратите внимание, что тесто не должно ни в коем случае рваться, а вместе с тем плотно его нужно завернуть. Защипываю все швы. У большой булки я также защипываю и бока. Очень так плотненько. Опять же, если тесто прилипает к рукам, то просто обмакиваем пальцы в муке. На тесто муку уже не сыпем. Все, булка сформирована. Я ее кладу швом вверх, вот в эту заранее подготовленную форму. Присыпаю мукой, тоже накрываю пищевой пленкой. И на этом этапе уже наш хлебушек, булочки должны подходить 1 час. За 1 час посмотрите, какая красота. Булки я смазываю молоком и буду украшать тыквенными семечками. Так они, кстати, очень хорошо будут держаться на молоке. Яйцом я эти булки не смазываю, чтобы не образовалась никакая корка. Все, эту форму я переставляю на противень, застеленный ковриком. А хлебушек тоже прекрасно у меня вырос. Я его перекладываю на противень и вот так вот разрезаю просто вдоль. Просто острым ножом или лезвием. Духовка разогрета у меня на 180 градусов. Выпекаются такие булочки 40 минут. Чудесно выпеклись, мягкие, не пересушенные. Это тоже очень важно, чтобы эти булочки не пересушились. Тогда они будут просто неимоверно пушистыми. И обязательно эти булки должны остывать на решетке, чтобы со дна они не были влажными. Очень красиво, мне кажется, смотрится. Напишите свои отзывы в комментариях по этому поводу. Накрыла полотенцем, дала остыть, хотя уже не втерпешь. Ну а потом посмотрите, какая красота. Ну не магия ли это? Друзья, я вам просто не передам. Вот действительно, не то, что там я вот настаиваю, я просто вас прошу, чтобы вы попробовали эти булочки, этот хлеб, вот это именно тыквенное пюре дает просто потрясающую структуру этому тесту, которое мягенькое, пушистое, воздушное. Посмотрите, как этот хлебушек пружинит. Напоминаю, что при том количестве сахара хлеб получается сладковатым. Если хотите не сладкий, добавляйте просто меньше сахара. Вот такой вот волшебный рецепт. Обязательно попробуйте. Очень жду ваших отзывов в комментариях. Ну, это не может не понравиться, я просто уверена. Всем мира и добра. Пока!